Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, давайте мы с вами сегодня не спеша, очень размеренно разберем сложную коррекцию на трапециевидные ногти. Эти ноготочки у меня на канале уже были, вы их видели, мы в прошлый раз на них дизайн рисовали, и вы видите, как широко они у нас растут. В прошлый раз при этом мы их уже немножечко поджимали, в этот раз будем поджимать еще разочек. Плюс к этому наша задача осложняется небольшой отслоечкой на среднем пальце и вниз с клюющими указательными, причем очень сильно вниз клюющими. Причем оба два таких указательных пальчика растут у нас на обе двух таких руках, то есть у нас оба указательных пальца вниз клюющие. Соответственно, сегодня нам нужно выложить материал таким образом, чтобы поджать трапеции. При этом у нас создастся из материала каркас, который зафиксирует наше поджатие, и в дальнейшем ноготочки будут отрастать уже ровненькими. На самом деле в такой ситуации поджатие ногтей это прям панацея, потому что реально из клешеных ноготков в течение какого-то времени, я не говорю, что понадобится одна коррекция или две, нет, я говорю здесь где-то о полгода, год чуть более. То есть в течение этого времени, если регулярно производить вот такую вот процедуру, если регулярно ноготочки поджимать, но поджимать правильно, о чем мы сегодня с вами поговорим, можно действительно отрастить совершенно ровный ноготь, то есть уйти полностью от трапециобразного ногтя. Но, к сожалению, от вниз клюющих ногтей никуда мы не денемся. Это анатомия, и вот в этом месте мы ее, к сожалению, победить не сможем. В данном случае мы снимаем материал, убираем отслоечку. Отслоился здесь даже не мой материал, а материал предыдущий, который оставался на ноготочках, который я не стала полностью спиливать, чтобы не пилить лишний раз по ногтю. Поэтому отслоился именно этот материал. Ну, а теперь мы сегодня его уже выпилили практически полностью, отслаиваться будет нечему. Далее по стандартной схеме подготавливаем ногти к коррекции. В данном случае ногти у нас вниз растущие, поэтому при опиле материала стараемся сделать таким образом, чтобы на кончиках у нас оставалось максимальное количество материала, а вот с ногтевого ложа этот материал нам необходимо снять, то есть благодаря оставшемуся на кончике материалу мы уже приподнимаем наши носики. При этом это касается в первую очередь указательных. На указательных кончики прям не трогаем, максимальное количество материала сохраняем. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, вычищаем фрезером тыриги и переходим непосредственно уже к моделированию. Перед тем, как моделировать, конечно же, не забываем пробежаться праймером базовым гелем, но это не обязательно. На самом деле материал прекрасно держится и без базового геля. Можно его отличненько наносить и без праймера, но увереннее всегда и лучше будет держаться, когда у вас нанесен праймер и базовый гель. То есть, смотрите, без праймера, без базового геля есть руки, которые носят материал, но также есть руки, которые материал не носят. Так вот, с праймером и базовым гелем будут носить материал все руки абсолютно, то есть не будет ни одних рук, на которых бы это не держалось. Поэтому в качестве перестраховки наносим праймер, базовый гель. Ну а теперь непосредственно моделирование. Сегодня моделировать будем при помощи акрилатика. Почему? Потому что это материал, который очень быстро схватывается в лампе. Для поджатия ему необходимо буквально 10 секунд. И при этом он очень хорошо зажимается и великолепным образом фиксирует арку. То есть то, что нам сегодня необходимо. Ну и, собственно говоря, на наших клюющих кончиках он великолепно просохнет в толщину, нам не нужно будет выкладывать в несколько капель, поэтому именно этот материал мы сегодня с вами используем.
Здесь у меня, видимо, на кисточке прицепилась какая-то мусоринка, наверное, блестюшка какая-то здесь попала нечаянно. Мы ее аккуратненько убираем апельсиновой палочкой. В принципе, у нас здесь подразумевается полное покрытие. Эта мусоринка мне никоим образом не мешала, мы бы ее все равно бы закрасили. Но она мешает вам, потому что обязательно потом кто-нибудь мне напишет, что какого черта вы вот это вот оставили, оно... На самом деле эта мусоринка совершенно ни на что не влияет. Как я говорила, у нас подразумевается полное покрытие, поэтому мы ее в любом случае закрасим. На носибельность она никоим образом не повлияет. На какие-то конструктивные особенности тоже не повлияет. Ну, есть там блестюшка, но будет она подмигивать красным нашим глазом, одним единственным нам во время нашей коррекции. Ничего страшного в этом не будет. Но поскольку вас все-таки это смущает, я ее убрала, хотя вон кое-где в материале с другой стороны тоже увидела, прямо сейчас мусоринка осталась. Опять же, ничего страшного она на нас не повлияет, в процессе моделирования я ее не видела вообще. Итак, как вы понимаете, основная особенность работы с трапециевидными ногтями – это их поджатие. Поджимаем мы, обратите внимание, сейчас вам очень хорошо видно, как стоит зажим. Мы поджимаем точки роста натурального ногтя. Ни в коем случае не ставим нажим выше точек роста на ногтевое ложе, потому что тогда мы можем пережать и сделать анихолизис. То есть у нас пережмутся боковые стеночки натурального ногтя. Это пережатие зафиксирует наш материал, как в гипсе, да, и ноготь под неправильно расположенным натяжением начнет отходить от ногтевого ложа. Мы получим анихолизис. Но и только свободный край зажимать тоже нет никакого резона, потому что если мы не подожмем натуральный ноготок, то он будет отрастать точно так же широко, как рос до этого. И зажатый свободный край никак этого не изменит. Поэтому очень важно следите за тем, чтобы ставить зажим именно в точке роста. И вот теперь обратите внимание, после полимеризации, после того, как мы достали ноготок из лампы, у нас полностью параллельные боковые стеночки, то есть у нас совершенно ровненький ноготочек, и таким же ровненьким образом он у нас будет отрастать. Мы же тем временем переходим к опилу, и здесь нам необходимо поставить боковые параллельки. У нас квадрат, поэтому нам нужно проследить строго за тем, чтобы две боковые стороны были параллельно друг другу, никоим образом не заужались к кончику, никоим образом не расширялись на кончике. Но и в то же время, чтобы все наши бока были очень хорошо собраны вверх. Тогда наши квадратики получатся изящные, худенькие, без каких-то дополнительных бедер и беременностей. На самом деле вот это основная ошибка в моделировании квадрата, когда не весь материал согнан наверх. Ну а с указательным пальчиком мы выравниваем его при помощи опила. То есть материалом мы навалили на кончик, у нас там очень много материала, и теперь опилом выравниваем нашу площадочку параллельно боковой оси пальца. Если у кого-то возникает проблема с моделированием формы квадрат, у меня есть онлайн-курс по этой форме, пожалуйста, присоединяйтесь, ссылочку оставлю в описании. На курсе мы с вами отработаем моделирование квадрата. Под моим контролем вы сделаете работу. Сделаете ровно до тех пор, пока она не получится у вас идеальной. Я буду комментировать каждое ваше движение. И когда у вас все получится, а я в вас верю, у вас все получится, вы получите диплом по моделированию этой формы. При опиле трапециевидного безымянного пальчика в первую очередь тоже следим за параллельностью наших боковых стеночек. Поскольку мы поджали точки роста, то в данном случае перепилить точки роста у нас не получится, они сжаты глубоко в материале. Хотя, если ваш ноготочек еще более клешенный, если клеш на нем более ярко выраженный, возможно, что с первого раза и со второго раза у вас не получится настолько выровнять боковые стенки. Тогда вам придется все-таки немножечко на клеш выпиливать квадрат. Итак, вот обратите внимание, у нас получились абсолютно ровные боковые параллельки, и у нас получился поднятый указательный пальчик.
После того, как мы полностью завершили опил верхней арочки, мы переходим к выпиливанию материала изнутри. Именно благодаря вот этому движению у нас и получается поднять клюнутые ногти. При этом вместе с излишками материала мы выпиливаем натуральный ноготь, потому что натуральный ноготь под нарощенным материалом — это как грязные трусы под вечерним платьем. Он там совершенно не нужен, никакой смысловой нагрузки он не несет, ни за какую носибельность он при этом не отвечает. Он отвечает только за то, чтобы в него набивалась грязь и чтобы он отходил от материала и получался там какой-нибудь отслой. Ну и после всех этих манипуляций, каждый делает маникюр как умеет, я не умею, делаю плохо, бафим ноготочки и переходим к покрытию. Покрытие на этих ручках мы с вами сделаем завтра, потому что дизайн здесь довольно-таки сложный, интересный. Если кто-то помнит в инстаграме в сторис, как он выглядит, напишите в комментариях. У меня же на сегодня все. Всем до завтра, всем до новых встреч, пока!